Здравствуйте, дорогие друзья! Разные ужастики были на моем канале, но сегодня очень страшная тема — садизм на уроках вокала. Вот, ничего хорошего не будет. Обязательно досмотрите ролик до конца, чтобы знать, какие опасности поджидают ваших близких или, может быть, вас самих на занятиях вокальным искусством. Гриф у ролика 18+. Видео, конечно, предназначено для родителей, чьи дети обучаются пению, но даже если вы сами старше 18 и это вы учитесь петь, смотрите, так как оно поможет вам понять, нормальные ли методы использует ваш педагог. То, что в спорте насилие – один из ведущих педагогических приемов, никого давно не удивляет. Что у вас дикий вес. И вы же пообещали, все равно пришли сегодня утром с таким диким весом. Да не надо мне не обедать. На ужин они живут. Не надо, после 5 часов в рот ничего брать нельзя, после 6 часов максимум. В рот нельзя брать ничего! А то, что оно широко применяется в таком же качестве в музыке, в обучении тонкому искусству, становится для людей открытием. Оно особенно распространено на занятиях фортепиано. В каждой группе моих студентов находится кто-то, прошедший через это, через крик, обзывательство, унижение. Но лидер в списке ужасов фортепианных уроков иной. Педагог? Нет, надо употребить феминитив, так как мужчин, использующих его, я не встречала. Женщина, педагогиня, недовольная учеником, с размаху бросает крышку пианино на его пальцы. Mach ich auch nicht. Finde raus, wer er ist und was sie vorhaben! Эту особенную силовую фортепианную методу принято называть советской школой, но до сих пор в наших учебных заведениях работают применяющие ее люди. Ваш ребенок плачет над клавиатурой, не хочет ходить в музыкалку? Проведите свое маленькое расследование. Не исключено, что ребенку просто не нравится заниматься музыкой. Но возможно, что педагог использует подобные садистские методы. Они же могут царить и за закрытыми дверями вокального класса. Преподавателю вокала не удастся бросить крышку пианино на пальцы ученика, но есть педагоги, которые заменяют это ловкой раздачей оплеух. Есть и такие, кто хватает голову ученика и с размаху долбит ею в стену. Подобный ужас проживает не только в музыкальных школах, но и в музучилищах, там, где обучаются подростки 13-17 лет. Кажется, что нынешним детям, особенно старшим из них, подросткам, палец в рот не клади, они все такие раскованные и даже чересчур наглые. Но в действительности многие из них слабы и не способны дать насильнику соответствующего отпора. Они будут молчать о ситуации и, как овечки на заклание, в очередной раз идти на занятия, где над ними станут издеваться. При этом такие педагоги, вернее, их ученики, могут показывать прекрасные технические результаты, занимать призовые места на конкурсах. А почему? А именно поэтому. Но если они созданы страхом и насилием, они не компенсируют моральную травму и постоянно переживаемое учеником ощущение кошмара. Родителям стоит насторожиться, если ребенок, который любит петь, не хочет идти на занятия вокалом. Опять же, причина может крыться в другом, но нужно быть бдительными, проявить внимание к чувствам ребенка и к их причине. То, что я описала, это настоящий садизм, связанный с неадекватностью педагога. No pomegranates! No pomegranates! No pomegranates! Но в вокале
процветает насилие, выдаваемое за действенные способы сформировать технические навыки, чистоту интонации, устойчивость дыхания и так далее. Начать стоит с инородных предметов, помещаемых в рот. Педагоги заставляют учеников вставлять спички и даже зубочистки между зубами, чтобы научить открывать рот до нужной степени. Нет, не поперек, а вертикально. А педагог Леоне, он же Лев Иванович Джеральдони, изобрел специальную машинку для удержания языка в одном и том же положении. Такие ухищрения не только неэффективны и вызывают массу дискомфорта, но и чрезвычайно травматичны. Ну поймите же, наконец, что искусство безжалостно. Потому эти способы я отправляю в категорию садистских вокальных ухищрений. Туда же отправятся те, что связаны с натуживанием и тяжелым мышечным напряжением. В вокале пользуются популярностью подобные приемы, которые якобы помогают обрести опору звука. Педагоги заставляют учеников кашлять, поднимать тяжести, жестко утягиваться в сценический корсет. Just hold on and suck in. Но организм вокалиста должен работать естественно и свободно, без вспомогательных ухищрений. Точно так же должны срабатывать базовые вокальные навыки. Указанные методы могут применяться единоразово для того, чтобы ученик ощутил мышцы, которые ранее не чувствовал, и записал эти ощущения в свою двигательную библиотеку. Да, мы должны найти его. Но эти же методы абсолютно недопустимо использовать на постоянной основе, так как они могут сформировать гипертонус некоторых мышц, вызвать напряжение в какой-то из частей голосового аппарата и создать зажимы. Следовательно, это может привести к снижению эффективности работы голосового аппарата и опять же стать причиной травм. И мы как-то пропускаем это мимо ушей. Потому такие приемы, используемые на постоянной основе, отправляются в бан, как вредные и откровенно садистские. А вот дальше я уже покажу, до чего доходят некоторые педагоги. Открой рот! Это способ сформировать яркий направленный звук через крик. Но таким методом певческий звук вообще не формируется. Крик абсолютно недопустим даже у взрослых, не говоря уж про детей, аппарат которых крайне раним. Крик формирует только повреждения голосовых связок, но даже у академистов, которые обладают несравнимо более мощным и полетным звуком, чем эстрадники, вынуть эти качества таким способом невозможно. Есть исследование, наука. Вот. Громкий, мощный, направленный звук академистов формируется иными приемами. А форсирование звука у всех приводит к одному результату – утрате тембральной красоты, снижению гибкости, обострению регистрового перехода и так далее. То есть всех тех качеств, которые крайне важны в пении. Мне встречались те, кто прошел через подобный педагогический подход. Через 15 минут занятия в щадящем и верном режиме аппарат, испорченный такими методами воспитания голоса, не просто отказывается работать. В гортани у ученика возникает сильнейшая физическая боль, и в подобной ситуации очень много сил потребуется для восстановления здоровья, что связано во многом с разрушением неверных навыков и аккуратным привитием верных. На этом же видео педагог через этот крик пытается натолкнуть ребенка на ощущение дыхательной мускулатуры. Как я сказала выше, эти методы крайне опасны. Стоит ли упоминать о том, что ко всему прочему педагог работает с девочкой через сильный внутренний дискомфорт и унижение? Это подлинный садизм. Та же самая девочка у того же педагога. Еще не написанных сколько? Скажи, кукушка.
это для чего? Снова через явный дискомфорт и унижение. Но зато бонусом здесь идет высокий риск получить травму. И вызывает изумление сама направленность приема. Что в результате, кроме ожога, требуется получить? Вокальную осанку? Она в вокале достигается через свободу аппарата, а не закрепощение в позе оловянного солдатика. Да ладно. Вы знаете, как снимаются у вокалистов зажимы? Вот так, с шампурами, приставленными к телу и к горлу в том числе. И жертву обязательно надо связать при этом. В арсенале этого педагога, похоже, имеются только садистские приемы, связанные с личностным унижением, использованием физически травматических методов, которые в итоге все равно оказываются в лучшем случае бесполезными. Эти ролики не новые. Мне интересно, узнали ли ее жертвы и их родители, и преподает ли эта садистка до сих пор. Кстати, если у вас есть личный опыт столкновения с садизмом на занятиях вокалом, напишите о нем в комментариях. Данное видео в очень черном цвете рисует занятия пением и преподавателей вокала. В противовес этому один из моих следующих роликов будет о том, какие трудности и опасности возникают перед самими педагогами, и о том, что с этим делать. Может, тебе жалобную книгу вынести? Чтобы не пропустить их, обязательно подпишитесь на канал. Сделайте это прямо сейчас. А на сегодня все. Я научу вас любить вокал.